Добрый день! С вами Наталья Рожнова, и вы на канале Натали Той Джой. Для моих новогодних елочек мне понадобилось связать звездочки, и я решила показать вам, как я это делаю. Так как это новогодние украшения, я использовала пряжу с металликом, чтобы звездочки блестели. Вы же можете вязать любой пряжей, которая вам нравится или которая у вас есть. Только необходимо правильно подобрать крючок. Соответственно, размер будет не такой, как у меня, а другой. Свяжем звездочки двух размеров. Большая звезда имеет размах клиньев 7,5 сантиметров, а маленькая 5,5. В этом видео я вам покажу, как вязать большую звездочку, а в следующем видео мы займемся маленькой звездой. Большая зеленая звездочка у меня уже есть, поэтому я хочу связать красную звезду. Для этого я использую пряжу Yarn Art Diamond. Метраж ее 100 грамм на 280 метров. Состав 80% вискоза, 20% металлик. Цвет красный, номер 10. Для этой пряжи идеально подходит крючок 2 мм. Итак, приступим. Звезда состоит из двух частей, которые вяжутся одинаково, а потом сшиваются друг с другом с помощью крючка. Итак, начинаем. Первый ряд 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Вы уже видели, как я это делаю, не снимая с пальца. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваю кольцо и прокладываю нить контрастного цвета. Она нам очень пригодится, когда мы будем вязать клинья для звезды. Второй ряд 5 прибавок, то есть в каждую петельку предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд 10 прибавок. Четвертый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Пятый ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Вот мы связали основной круг. Далее ниточку не обрываем и вяжем первый клин. Клинья вяжутся поворотными рядами, то есть после окончания каждого ряда нужно сделать одну воздушную петельку подъема и перевернуть работу. Вяжем первый ряд первого клина, 6 столбиков без накида. Делаем одну воздушную петельку подъема и немного приостанавливаемся. Для того, чтобы ввести
нить контрастного цвета в следующую петельку после 6 провязанных столбиков. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы не запутаться, с какой петельки нам необходимо будет начать второй клин. Вот так это выглядит. Теперь переворачиваем работу. В предыдущем ряду у нас получилось 6 петелек. Вяжем второй ряд клина. 1 убавка, 2 столбика без накида, 1 убавка. Одна воздушная петелька подъема, переворачиваем работу. Следующий ряд 4 столбика без накида. Опять 1 воздушная петелька подъема, переворачиваем работу и делаем 2 убавки. Воздушная петелька подъема, переворачиваем, вяжем 2 столбика без накида. И еще 1 воздушная петелька подъема, переворачиваем, вяжем 1 убавку. Все, мы связали первый клин. Ниточку обрезаем, оставляя совсем небольшой хвостик. Посмотрите, как он выглядит. Первый клин. Теперь нам необходимо связать второй клин, аналогично первому, по этой же схеме. Для этого присоединим нить к 7-й петельке общего круга. Сначала сделаем узелочек с помощью крючка, вот таким образом, и введем крючок в петельку, где у нас проходит контрастная нить. Ввели крючок и провязываем первый столбик без накида. Теперь нам необходимо связать еще 5 столбиков без накида. При этом обязательно подхватываем ниточку, хвостик, и ввязываем ее в этот ряд. То есть провязываем все последующие столбики без накида, захватывая эту ниточку. Таким образом. В дальнейшем этот хвостик мы немножечко натянем и обрежем, чтобы он не мешался. Вот мы связали первый ряд второго клина. Делаем 1 воздушную петельку подъема, переворачиваем работу и вяжем 1 убавка, 2 столбика без накида, 1 убавка. Обращаем внимание на последнюю петельку. Так как она у нас образована из узелка, она получилась очень маленькая и незаметная, поэтому необходимо обратить на это внимание и ни в коем случае не пропустить ее. Все, делаем воздушную петельку подъема, переворачиваем работу, вяжем 4 столбика без накида. Опять 1 воздушную петельку подъема, переворачиваем работу. Вяжем 2 убавочки.
Воздушная петелька подъема, переворачиваем, 2 столбика без накида. Воздушная петелька подъема, переворачиваем, убавка. Закончили второй клин, опять обрезаем ниточку. Вот как у нас получилось. 2 клина. Теперь немножко натянем хвостик и обрежем. Вот здесь я забыла опять вывести контрастную нить в следующую петельку после второго клина. Можно это сделать сейчас, только не запутайтесь в подсчетах и не спутайте последнюю петельку клина со следующей петелькой. Вот и начиная с этой петельки начнем вязать третий клин и остальные. Всего их должно получиться 5, так как звезда у нас пятиконечная. Продолжаем вязание. Все, связали все 5 клиньев звездочки. Ниточку не обрываем. Вот такая звездочка у нас получилась. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Никаких нет лишних хвостиков, только хвостик от кольца амигуруми и от вершин клиньев. Вынимаем контрастную нить. Она нам больше не пригодится. Теперь начнем обвязывать звездочку столбиками без накида по одному столбику в края звезды и по 2 столбика в вершины. Для этого вводим крючок за стенку столбика без накида, делаем 1 столбик, затем вводим крючок в воздушную петлю подъема между рядами, затем опять за стенку столбика без накида и опять в воздушную петельку подъема между рядами. И так по всему периметру звездочки. Вот мы добрались до вершины звезды. Вяжем сюда 2 столбика без накида. И, захватывая хвостик от вершины, ввязываем его в ряд, чтобы спрятать. Таким образом мы спрячем все хвостики. Вот смотрите, вот эту потом ниточку маленькую обрежем. И так действуем до конца. Все, обвязали звезду столбиками без накида по периметру. Вот как получилось. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Тут хвостики обрезаем. И теперь вяжем точно такую же вторую звездочку. Вот я связала вторую звездочку, аналогично первой. От второй звездочки ниточку не обрезаем.
Теперь складываем их лицевой стороной наружу и соединим, обвязав их за оба края столбиками без накида. На этом месте мы приостановимся и набьем звездочку наполнителем. Набиваем не очень много и не сильно плотно. При этом стараемся наполнитель обязательно уложить в вершины. И продолжаем. Все. Мы закончили. Обрезаем ниточку, вытягиваем. Ставим хвостик в иглу и спрячем его внутри звездочки. Обрежем хвостик, слегка его натянув. Все, наша звездочка готова. Посмотрите, какая она получилась. С одной стороны, с другой стороны. Давайте сравним ее с зеленой звездочкой и измерим. Размах клиньев почти 8 сантиметров, в отличие от зеленой, у которой размах 7,5. Это получилось из-за того, что зеленая пряжа чуть-чуть потоньше, чем красная. В следующем видео я покажу, как вязать маленькую звездочку. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!